почему женщины не говорят правду. Такой очень интересный, особенно когда доносишь до мужчины, что на самом деле происходит, да, насколько девчонки могут его всю жизнь обманывать, да, опять же, ни в коем случае негативно не говоря о них. Есть на это причины. У человека возникает такое совершенно логичное желание спросить, почему же они мне не говорят правду? Это не вопрос. Вот причины, по которым женщины не говорят правду. Почему они иными словами лгут? Первое – это нет смысла говорить. Она уже попробовала кому-то в жизни сказать, что в постели он никакой. Возможно, был мужчина, который, не знаю, перешел все ее границы, и несмотря на очень сильные сдерживающие центры в женском мозгу, когда он тянул ее за волосы, как за хвост тянут осла, и при этом еще бил ее по попе изо всей силы, ну, конечно, так же порнозвезды все же делают, так, понимаешь, девочки стонут и кончают, она донесла до него, что «Зая, мне больно». На что он дико удивился, потому что девочки в порно не жалуются, что им больно. Ну, вы же понимаете, да? За $2000 тебе никогда не бывает больно. И что произошло как результат? Выход из этой ситуации для мужчины номер один – это спрятаться за свое эго, что в основном они и делают. Они лезут в свою память, находят там предыдущих женщин, всех тех, а никто не жаловался, всех тех, которые не жаловались, их было много. Даже если ему 17 лет, там, да, 18 у него было уже там 2-3 партнерши, он их всех перебрал, тут же в секунду никто не жаловался. А ты пожаловалась, догадайся, если, там, допустим, ему 30, и у него было уже там в жизни там 20-30 женщин. 30 не жаловались, 31-я пожаловалась. Кто, чья это проблема? Естественно, это проблема женщины, а не его, вот и все. Фригидная попалась. Вот эта история, когда попалась фригидная, попалась ненормальная, и человек либо, если ему там 17-18 лет, он ее может просто бросить, сказать: все, до свидания, у меня с завтрашнего дня я был там с Катей, сегодня я там с Леной. Либо другой вариант, когда он ее не бросает, но секс трансформируется в какую-то странную, такую, знаете, как будто это больная лепрой на последнем издыхании, когда он, ну как, не больно? Нет, нормально? Все хорошо? Все хорошо? Фу, слава Богу, кончил, все, пошел. Все. То есть, зачем ей нужны эти проблемы? И она попробовала с одним, попробовала с другим, и поняла, что, в общем-то, искать нечего. И жаловаться тоже не надо, молчи. Она сказала подружке, подружка говорит: ты дура. Зачем ты говоришь, они все убогие? Я постонала, покричала, получила золотой айфон. Все. Золотой айфон – это, фигуральное выражение, да, там, не знаю, мы поехали в Таиланд, у нас замечательная там семья, он подарил мне там 505 роз, вот. Какой тебе хороший секс, ты что, вообще, что ли? Следующая причина, когда мужчину имеют как ресурс. Факт, его имеют как ресурс. Для него, для многих мужчин, по факту, для многих мужчин женщина – это трофей. Давайте, будем объективны, в ту и в другую сторону это работает. А женщина имеет его как ресурс. Он недопонимает, что он может быть любым ресурсом. Он может быть донором хорошего, качественного семени. Он может быть ключом к выходу в какие-то определенные социальные слои, в которых она хочет вращаться. У него такая работа, на которую ее изначально, например, заточили родители, сказали, что иначе, чем за, условно говоря, какого-то высокопоставленного сотрудника какого-нибудь там, не знаю, «Газпрома» ты не выйдешь. Вот под него мы тебя затачиваем. Вот либо это, либо там какая-нибудь нефть, либо газ, либо какой-то дипломат. Вот история. И он попадает в эту рамку, в эту сетку, как навелась ракета и понеслась к цели. Все, запросто может быть. Мужчина просто недопонимает этот момент. И очень часто есть же причины подобной ситуации, когда мужчина не был ресурсом, но стал этим ресурсом. Он, к сожалению, не въезжает в то, что называется социальной динамикой.
Он совершенно не в курсе той игры, которая должна происходить, происходит между мужчиной и женщиной, игры в самом лучшем смысле этого слова. Он ничего не понимает женской психологии, он ничего не понимает женской сексуальности, он не понимает, как управлять отношениями. А раз не понимаешь, прости, тебе никто не подскажет. Вот это золотое женское правило. Если я подскажу, не считается. Подсказывать нельзя. Если сам не догадался, расплачивайся. Дальше. Второй, почему люди попадают в такую ситуацию, вторая причина, очень часто бывает, ему просто лень. Ему легче заплатить. Слушай, давай так, вот ты мне не будешь сейчас выгрызать мозги. Вот что ты хотела? Ты хотела на шопинг, вот, я не знаю, слетать в Париж. На, держи, сколько надо. Вот тебе моя кредитка, все, лети. Господи, слава Богу, закрыл этот вопрос. Тебя имеют как ресурс, пожалуйста. Кто-то понимает, что его имеют как ресурс, но живет. Вот это, с моей точки зрения, самая, наверное, должна быть неприятная для мужчины ситуация, потому что кто-то, ведь многие просто живут из страха выйти и найти кого-то другого, с кем ты будешь резонировать, кто не будет тебя пользовать как ресурс. И вот это объяснение, которое мы часто слышали от наших, не знаю, там, бабушек, дедушек, что стакан воды подать некому будет. Я не очень понимаю, всю жизнь жить с человеком, который тебя не уважает, который тебя не ценит, для того, чтобы в конце жизни тебе поднесли стакан воды, не проще ли каждый месяц откладывать деньги и в конце жизни, если ты мужик, нанять феноменально красивую медсестру со всем спектром услуг и отправиться в мир иной, вот так, что все твои такие же 90-летние дедушки будут все: какая жизнь, понимаешь, да? Почему так не сделать? Зачем всю жизнь висеть на этом кресте? Я не понимаю. Следующий пункт. Почему девчонки лгут? Да жалко тебя элементарно. Очень часто мне на женских программах говорят: да жалко его. Его просто, по-человечески жалко. Но всегда следует, вот мне так нравится, вы такие классные, вы такие тактичные. Зато человек хороший. Зато человек хороший. Убогий, понимаешь, такой, вот как хромая собачка, хочется погладить, понимаешь, то есть у тебя мужчина в доме, или ты подобрала щенка с перебитой лапкой, понимаешь, и за ним ухаживаешь. Кто здесь мужчина, кто вообще здесь кто? Кто играет из себя приют, а кто играет вот этого брошенного мальчика, который попал в этот приют? О чем это вообще? Женщина полагает, что сама поломана. Она легко может полагать, что поломана сама. И ее проблемы в постели не зависят от уровня мастерства партнера. Она думает, что, не знаю, какой-нибудь где-то прочитала в статье в чьем-то блоге. Какой-нибудь человек, который пишет советы о сексе, он может сказать: да, вот, кстати, взять великого Зигмунда Фрейда, который выдвинул следующую идею. Клиторальный оргазм, девочки, это оргазм подростка. А вот вагинальный оргазм – это оргазм женщины. И если у тебя нет вагинального оргазма, ты не перешла из подростка в женщину. 75% женщин не испытывают вагинального оргазма. Я дико извиняюсь. Вообще, очень хотелось бы узнать, что он имел в виду под вагинальным оргазмом. Точка А, точка G, глубокая точка, сквирт. Или же он имел в виду классический вагинальный оргазм от возвратно-поступательного движения члена без угла. О чем это было все? И сколько женщин, особенно кто, знаете, девчонки есть начитанные, которые там какие-нибудь, там, пиар-менеджер какого-нибудь, не знаю, там, Прада, Луи Виттон, еще там чего-то. Она же читает, она образуется, она прочитала: все, я поняла, господи, я по Фрейду, я еще не перешла. Так я подросток, господи, я подросток, что же мне делать? Она идет к психологу, психолог тоже женщина, понятное дело, ни та, ни другая не испытывает вагинального оргазма. И договор говорит: да не переживайте, не переживайте. Это такой очень сложный эдипо-тантрический комплекс 16 степени, от него идут такие ответвления. Мы сейчас его разберем. Ближайшие 4 года вы будете ходить ко мне 2 раза в неделю, естественно, да, денежку вот сюда будете класть, и я буду разбирать. Не волнуйтесь, у меня есть опыт разбора таких ситуаций. И она ходит, у нее ощущение, что она работает с этим. Понимаешь?
Нет поломанных женщин. Если не было, не дай бог, какой-то, не знаю, автомобильной аварии или хирургического вмешательства, результатом которого стало физическое повреждение. I'm sorry. Других причин, в общем-то, как бы нет. Да, физиологические причины есть, но они настолько редки. Реально, они настолько редки, патологии настолько редки, что в общем и в целом можно ими пренебречь. Среди вас, сидящих здесь, 100% нет ни одной патологии. Ни одной патологии здесь нет. Никогда не было нормального секса. Сколько девчонок, у которых никогда не было нормального секса? Она не знает, что может быть лучше. Вот с такими очень интересно общаться, когда они начинают, особенно когда они знают, что их комментарии в Инстаграме прочтут их знакомые, они начинают писать: это неправда, у меня потрясающий секс, у меня секс по 10-бальной шкале на 500. Дайте этой женщине хороший секс один раз, и вы увидите, что с ней произойдет. И сколько девчонок таких, которые, на самом деле, да, если человек всю жизнь ходит, я не знаю, он не знает, что есть там французские рестораны, есть какие-то тайские, индонезийские. Он ходит в Макдональдс, причем в Макдональдсе он берет вот этот майонез бесплатный и зубочистку. И зубочисткой ест майонез. Вот примерно то же самое. Она не знает, что такое действительно хороший секс. Поэтому она так яростно защищает то, что имеет. Ни хорошо, ни плохо. Ни хорошо, ни плохо. Следующее – это то, что очень часто девчонок, это вот как некий такой бич их, это застенчивость, возвращенная, понятное дело, правильным воспитанием. Потом она удивляется, почему он ушел к этой шлюхе, сучке этой гнусной. Потому что та была менее застенчива, чем ты. Она была чуть более раскована. Социальное программирование, вот этот вот образ. Понимаешь, когда ко мне приходят мужчины, бывает на программу, и говорят: Алекс, ты вот рассказываешь, какая-то 40 минут прелюдия, там, чувственность, я не могу представить свою жену в этой роли. Я говорю: почему не можешь представить? Я знаю ответ. Почему не можешь представить? Не могу, она мать. Она мать моего ребенка, она святая женщина. Я вообще, у нас есть секс в темноте, я там быстро нужду справил, все. Она святая для меня, понимаете, да? Это замечательно, что она такая, но это перебор. Почему бы ей еще и не быть вот этой, как сказать, плохишом, да? Вот этим бесиком таким маленьким, его, как говорится, его personal porn star. Почему бы ей не быть и этим тоже? Потому что ведь тестостерон никуда не деть. Высокий тестостерон у мужчины никуда не деть. Это значит, что эта проблема будет как-то решаться вне ее. Следующий пункт – это психологические проблемы. Почему женщины не говорят? Да потому что в достаточно большом количестве отношений, я сам был в таких отношениях, и секс – это первое, что из таких отношений уходит. Первое, что он не нужен, и роль мужчины в таких отношениях совсем другая. Зачастую роль мужика – это быть тем, на кого проецируют, потому что жить с этими демонами очень сложно. И когда рвут на части демоны, а сконфронтировать ты их не можешь, тебе нужен кто-то, чтобы на него эти истории проецировать. Вот и все. И в таких отношениях, понятное дело, что секс стоит на самом последнем месте. И женщина 100 раз скажет: да, круто, круто, 2 месяца назад же было, давай, сейчас 5 минут и закончим, все.